И здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать историю о том, как мы нашли превосходный походный овощ. Такую лесную еду, которая там уже ждет, а мы тут. Речь об иван-чае. Очень популярный сейчас продукт. Как напиток он замечательный, хорош. Обязательно сделаем следующее видео про него. Точнее, даже расскажем о том, почему мы его больше не пьем. Но об этом в следующий раз. Сейчас речь об иван-чае как о еде. Мы называем его карельская капуста. Или даже давайте так, лучше, русская капуста. Самый русский цветок, растение, еда, еда. Самый русский еда. И вы смотрите истории из жизни Дмитроля и о их путешествиях своим ходом. В нашем формате путешествий, а он у нас своеобразный, необычный, нестандартный, они у нас длительные, точнее даже очень длительные, и, как правило, это своим ходом. Или руками, или ногами, своим телом. В таком формате сильно много еды не запасешь, не утащишь. Тяжелая, большая. И сколько ее не бери, все равно рано или поздно она кончается. Хорошо, если есть в доступе магазины или рынок, или хотя бы местные, у которых можно выменять, выторговать. Но в малообжитых регионах, районах, в дичи приходится выкручиваться. С фруктами и овощами, с ними вообще какая-то постоянные танцы. Они большие, тяжелые, их очень неудобно с собой брать. И обычно их с собой в поход никто не берет. Или берут сушеные. Мы же в пути, можно сказать, живем. Очень долго времени проводим. И лишение терпеть не входит в круг наших интересов. Мы давно присматривались. Пробовали на зуб даже многие дикорастущие растения в лесу. Везде, где мы бываем. Искали свой хороший альтернативный базовый овощ. Нам нужен полноценный зеленый овощ со всеми вытекающими. Кстати, напишите в комментариях, а приходилось ли вам пробовать какую-нибудь траву? Какую? Есть ли у вас какой-нибудь опыт в подножной еде? Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Это должно очень здорово помочь продвижению канала, как мне кажется. Про еду в походе, она же подножная еда. Кого мы обматываем? Мы же не серьезные. Итак, наши требования к дикорастущему овощу, дикорастущему растению. Он должен быть съедобен. Лучше всего не ядовит. Чек. Он должен быть массовым. Чтобы часто встречался, чтобы его не приходилось искать, чтобы он был. Чек. Иван-чай часто встречается. Чтобы он был простым в производстве, не замороченным, его не приходилось долго мыть, чистить, добывать, извлекать, коренья перетирать, сушить. Простым, не замороченным. Чек. Очень простой, очень незамороченный. Важно, чтобы он был не горьким. Знаете, многие дикорастущие растения, они насыщены танинами и горечами. И в итоге они даже съедобные, но есть их неприятно. Они горькие, вяжут. По крайней мере, должен быть нейтральным. Он должен быть легко идентифицируемым. Хорошо бы, чтобы не было собрата, который очень похож, но имеет вредные свойства или даже ядовит. Важно еще, как выяснилось, чтобы при регулярном употреблении это растение, этот овощ не вызывал дискомфорта в области желудочно-кишечного тракта. Никакого жжения, изжоги, болях в печени, в почках нам никому не надо. Он должен быть вкусным и полезным. И чтобы быть вкусным, хорошо бы, чтобы он подразумевал различные всевозможные способы его приготовления. Кажется, все галки я поставил. Иван-чаю это все подходит. Со свистом. Даже коровы его едят, мы чем хуже. Ипреевско-листный. Или иван-чай. Иностранцы его называют и русским чаем, и копорским чаем, потому что он под Копорьем производился. Своим словом они называют willow herb из-за его большой схожестью с листьями ивы.
Также еще есть название Fireweed, но об этом сильно попозже. Самое смачное время, когда его вкусно есть молоденьким, когда еще не забутонился, не пошел в цветок, еще до цветения. Но это со всеми растениями так, тут ничего нового. Но также и повзрослевшие растения замечательно идут в ход. Мы едим их до поздней осени, когда уже осыпаться начинают, уже реально сухие. Все равно размачиваешь, жуешь, глотаешь. Замечательно. Верхние листочки, самая верхняя треть, там где под пухом от цветов, верхние 3-5 листков, на ощупь какие они. Их сразу видно, лист молодой, нежный, его охота есть, или он уже твердый, грубый, и его надо жевать, переживать, и он все равно останется веревкой. Я сейчас процитирую Форест Гампа, он бы про креветки это сказал, я про иван-чай скажу. Иван-чай можно варить, жарить, сушить, можно заматывать в пирожки, можно его класть в борщ, можно в супы, можно варить из него щи, можно делать из него каши, можно его запекать, можно есть свежим, можно делать из него салаты, можно его обжаривать на азиатский манер в воке быстро. Уйма возможностей. Пробуйте, вдохновляйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Хорошего дня.